Стрим начался как обычно. Чонгук расслабленно сидел в худи, потягивая свой напиток, непринужденно общаясь с армией. Но всего через несколько минут атмосфера резко изменилась. Его тон стал тяжелее, взгляд более отстраненным. И затем, без предупреждения, он бросил бомбу, которая вызвала ударную волну по всему фандому. Джин Хён больше не мой Хён. Эти слова повисли в воздухе, словно раскат грома. На мгновение даже Чонгук, казалось, сомневался, стоит ли продолжать. Но плотина эмоций была прорвана. За этим последовал сырой, нефильтрованный эмоциональный выплеск, который приоткрыл завесу над отношениями, долгое время идеализированными фанатами, нерушимой связи между золотым Макне BTS и его самым старшим участником. Чонгук не выбирал слов. «Я люблю его, я всегда буду его любить. Но кое-что изменилось, и я не могу притворяться, что этого не было». Его голос дрогнул, и чат взорвался неверием, разбитым сердцем и недоумением. Что могло произойти между двумя братьями, которые когда-то казались неразлучными? Он вспоминал ранние дни, жизнь в общежитии, рамен поздней ночью, то, как Джин всегда следил, чтобы он ел, спал и оставался приземленным. «Он был больше, чем просто Хён», — сказал Чонгук. «Он был моим якорем». Но по мере взросления группы менялась и динамика. Чонгук, когда-то самый младший, опиравшийся на старших участников, вырос в мужчину, независимого, уверенного и остро осознающего себя. Он намекнул на момент, разговор, конфронтацию, которая изменила все. «Была одна ночь», — сказал он, — «когда я понял, что мы больше не на одной волне. Я говорил от всего сердца, а он просто меня не слышал». Боль в его голосе была очевидна. Это не был гнев, это было горе. За кулисами участники BTS всегда были известны своей тесной связью, но признание Чонгука раскрыло более глубокую истину. Даже самые крепкие отношения могут треснуть под тяжестью времени, славы и личного роста. Он не винил Джина. На самом деле он хвалил его. Он делает то, что считает правильным. Он всегда был таким. Но я не могу больше следовать за ним. Не так, как раньше. Стрим, начавшись как обычное общение, превратился в исповедальню. Чонгук говорил не только с фанатами. Он говорил с Джином, со своими участниками, с самим собой. «Я не тот ребенок, который пришел в Big Hit в 15 лет. Я изменился. Мы все изменились. И может быть, это нормально». Пока чат продолжал выходить из-под контроля, фанаты начали анализировать каждое слово, каждую паузу, каждое мимолетное выражение эмоций на лице Чонгука. Это постоянный разрыв, момент уязвимости или что-то более глубокое. Символическое разрывание ролей, которые они когда-то играли в жизни друг друга. Что сделало этот момент еще более пронзительным, так это тишина от других участников. RM, изученный представитель группы, молчал. Джей Хоуп, известный своим оптимизмом, ничего не выкладывал в Инстаграм. Шуга, эмоциональный компас группы, поделился фрагментом песни, который говорил о расстоянии между сердцами. Ви, вечный загадочный, выложил фото треснувшего зеркала. А Чимин просто написал: «Некоторые вещи ломаются тихо». Было ясно, слова Чонгука проникли глубже, чем кто-либо ожидал. За кулисами фанаты представляли разговоры, которые должны быть происходили. Телефонные звонки, слезы, попытки исправить то, что было сломано. Но BTS всегда были больше, чем просто группа. Они были семьей, и теперь эта семья была в кризисе. Молчание Джина было оглушительным. Пока признание Чонгука расходилось по фандому, фанаты ждали, затаив дыхание, ответа от самого старшего участника BTS. Но Джин, известный своим юмором, теплотой и защитной натурой, не сказал ни слова. Ни поставовой версии, ни стрима, даже загадочного эмодзи. И в этой тишине разбитое сердце становилось громче. Внутри фандома множились теории. Некоторые указывали на военную службу Джина, долгие месяцы разлуки, эмоциональную дистанцию, которая могла вырасти в его отсутствие. Другие предполагали творческие разногласия, личные границы или даже столкновение ценностей. Но правда оставалась запертой за закрытыми дверями, и молчание Джина лишь углубляло тайну. Тем временем остальные участники BTS стояли на пути. RM – лидер,
который когда-то держал группу вместе своей философской мудростью и тихой силой, казался погруженным в мысли. Его социальные сети оставались нетронутыми, его обычные размышления отсутствовали. Шуга, эмоциональный компас группы, поделился фрагментом песни, который говорил о расстоянии между сердцами. Ви, вечный, загадочный, выложил фото треснувшего зеркала. А Чимин просто написал: «Некоторые вещи ломаются тихо». Было ясно, слова Чонгука проникли глубже, чем кто-либо ожидал. За кулисами фанаты представляли разговоры, которые должны быть происходили. Телефонные звонки, слезы, попытки исправить то, что было сломано. Но BTS всегда были больше, чем просто группа. Они были семьей. И теперь эта семья была в кризисе. Молчание Джина было не просто отсутствием ответа. Это было заявление, отказ участвовать в публичной драме, выбор защитить что-то священное, даже если это означало быть непонимательным. Но для армии отсутствие ясности было невыносимым. Они выросли с BTS, пережили их взлеты и падения, и теперь они были свидетелями разрыва, который ощущался личным. И вот спустя несколько дней после стрима Джин наконец появился. Не в посте, не в видео, а в письме фанатам, написанном от руки, отсканированном и тихо распространенном через официальные каналы. Оно было кратким, поэтичным и душераздирающим. Я всегда верил в любовь, которая не нуждается в словах. Но иногда молчание ранит сильнее правды. Я слышу тебя, Чонгук. Я всегда слышал. Письмо заканчивалось одной строкой. Хён — это не звание, это обещание. Фандом взорвался. Некоторые увидели в этом примирение, другие прочитали это как прощание. Но одно было ясно. Джин заговорил, и его слова несли вес многих лет. В последующие дни BTS начали возрождаться. РМ опубликовал фото 7 участников со времен их стажировки. Джей Хоуп поделился танцевальным клипом с Чонгуком. Шуга загрузил студийное селфи с Джином. Ви и Чимин вышли в эфир вместе, тихо смеясь, избегая темы, но излучая спокойную солидарность. И затем, в момент, который ощущался как исцеление, Чонгук репостил письмо Джина с одной единственной подписью: «Я помню». Это не было решением. Это не было возвращением к старым временам. Но это был шаг. Хрупкий, неуверенный и глубоко человечный. Для армии путешествие продолжается. BTS больше не идеальная сказка. Они реальные, несовершенные, растут. И это, возможно, самая сильная история из всех. Когда видео затихает, остается одно сообщение. Любовь не всегда выглядит как гармония. Иногда она выглядит как честность. И иногда она причиняет боль. Но BTS во всей их боли, красоте и правде все еще идут вперед, вместе. В течение недель после эмоционального стрима Чонгука и поэтичного письма Джина группа медленно начала собираться заново. Не с помощью громких жестов или заявлений для прессы, а тихими, обдуманными шагами. Тем не менее, под поверхностью остаются эмоциональные шрамы. И впервые за их десятилетнее путешествие мир наблюдает за BTS не как за безупречным единством, а как за 7 личностями, преодолевающими хрупкую территорию братства, славы и личной эволюции. Чонгук остается активным, но другим. Его недавний сольный контент несет тяжесть, зрелость, которая, кажется, была заработанной болью. В одном из закулисных клипов его видно, как он репетирует один, в наушниках, с закрытыми глазами, беззвучно произнося тексты с торжественной интенсивностью. Фанаты заметили отсутствие его обычного игривого задора. Он повзрослел, написал один армии. Но какой ценой? Тем временем Джин вернулся к своим боевым обязанностям. Его публичные появления ограничиваются официальными обновлениями, но его присутствие остается. В фанатских монтажах, в старых видео, в воспоминаниях, которые теперь кажутся горько-сладкими. Динамика Джинкук, которая когда-то была беззаботной, теперь стала символом чего-то более глубокого, неизбежной трансформации отношений под давлением. А что насчет остальных? РМ разнова начал говорить. Осторожно. В недавнем интервью он сказал: «Мы все пишем свои собственные главы сейчас, но книга все та же».
Это было загадочное, но обнадеживающее сообщение, которое, казалось, признавало дистанцию, не отрицая связи. Джей Хоп, который всегда